Приветствую всех на канале Сад-Огород своими руками. В этом видео я в подробностях хочу показать, как мы высаживаем полученную только что рассаду ремонтантной клубники. Это будет среднеосенняя посадка. 3 срока высадки клубники. Ранняя осенняя — это конец августа, начало сентября. Средняя осенняя — это конец сентября, первая половина октября. И поздняя осенняя — это конец октября, начало ноября. Вот чем раньше вы посадите клубнику, тем в принципе лучше, потому что больше шансов у нее укорениться. Но у нас не было возможности, мы только вот получили буквально посылку. Давайте осмотрим рассаду. Это рассада ремонтантной клубники. У нас одна грядка обычной летней клубники растет, но ремонтантная — это клубника, которая может плодоносить на протяжении всего теплого периода вегетации. Видите, вот рассаду как отличить? На ней есть ягодки, есть цветочки и так далее. Рассада получена методом укоренения усов, то есть усы были укоренены по вот таким вот стаканчикам, потом отделены ножницами или другим предметом от материнского растения. Смотрите, вот в таком виде что мы делаем? Для того, чтобы она лучше укоренилась и быстрее пошла у нас на новом месте, мы удаляем все вот эти вещи, которые называются органы, генеративные органы, ягоды, цветы. Все это нужно перед посадкой на новое место обязательно удалить. Осматриваем корневую систему. Корневая нормальная, в принципе, но уже затесно ей в этом стаканчике. Или вот давайте посмотрим еще одно растение. Смотрите, здесь больше можно показать, что нужно удалить. Удаляем, конечно же, усы, все усы. Если бы это была у нас ранняя осенняя посадка, как я сказал, мы бы удалили еще 2-3 листа, оставив 2-3 листика. И листовой аппарат при ранней осенней высадке, он бы успел нарасти до наступления холодов. Но если вы в октябре высаживаете, то листовой аппарат должен уже быть на растении, он должен уже быть при посадке. Он может не успеть, если мало листьев будет, они могут не успеть просто нарасти до зимы, до наступления холодов. Растение плохо укоренится и плохо перезимует. У нас такая проблема была с вот этой клубникой. Это обычная клубника, которая дает один урожай. Клубника короткого светового дня, такая фототип. То есть в июне она отдает, и все, мы сейчас не видим. Но хотим, чтобы целый сезон были ягоды, поэтому ремонтантную сейчас высаживаем. Так вот, друзья, если маленький кустик посадите поздней осенью, и он не успеет нарастить достаточное количество листьев, не успеет нарастить корневую систему, укорениться, застолбиться, заякориться в почве, то зимой его может просто подорвать. Вот эти слабенькие корешки может подорвать, и кустик выдавит наверх. Вот сейчас короткий фрагмент. Видите, что у нас произошло именно с вот этой вот клубникой. Садили в начале ноября, в конце октября, начале ноября, не успела укорениться, и вот такая проблема. Поэтому в этом сезоне мы пораньше выписали и закрыты обязательно корневой системой. Все, что сделать, я показал. Единственное, что я еще удалю вот этот лист, который имеет визуально повреждения механические, либо болезни, либо вредители, либо просто он потертый, прижатый, поломанный. Такие листья удаляем. Удаляем, они, толку от них нет, и просто они, вот еще, видите, вот такой вот листочек, это все подлежит удалению. Перед расстановкой вот этой рассады мы внесли сюда 2 ведра перегноя, это хорошо, перепревший коровий навоз. Он будет действовать на протяжении 2-3 лет, потому что это по сути такое удобрение, перегной продолженного такого отдавания полезных элементов для растения. То есть как раз 2-3-4 года будет расти клубника на этом месте, и перегной все это время будет обеспечивать ее некоторым количеством элементов питания. И плюс мы внесли сюда еще 30-60 грамм суперфосфата на 1 квадратный метр. Вот как это выглядело приблизительно, вот столько на ладони мы вносим на 1 квадратный метр. Рассеяли и перекопали. Все это перекопано сейчас. Дело в том, что суперфосфат, двойной суперфосфат, это как и перегной, удобрение пролонгированного способа действия. На протяжении 1, 2, 3 лет оно будет отдавать фосфор, а это наращивание корневой системы, это энергия, это способность растения нормально развиваться. И расставили. Рассаду расставили сейчас. Из
расчета, что между растениями в ряду 30 сантиметров, 30, 30, 30, 30 и так далее. Это в ряду. И междурядие мы поставили 30 сантиметров между рядами. Вот такая схема посадки клубники ремонтантная у нас будет. Можно было бы здесь сделать 4 ряда, но это загущенная посадка была бы, и ничего хорошего от этого бы не было. Поэтому вот я считаю 30 на 30 это идеальный вариант. При возможности, если бы грядка была не ограничена, мы бы междурядие сделали даже до 40 сантиметров. Но у нас такой возможности нет. Либо 30, либо 2 ряда. Все, иных вариантов просто не остается. Ну, давайте подготовим клубнику, поудаляем все лишнее и продолжим. Давайте перед началом высадки приготовим раствор, которым будем поливать высаженные растения. Я буду использовать укоренитель с макроэлементами. Кто давно на канале, помнит наверняка, что всю рассаду свою мы выращивали именно с помощью таких укоренителей. В их составе азот, фосфор, калий в разных пропорциях, необходимых для хорошего укоренения растений. И плюс еще стимулятор развития корневой системы. Но, если я не ошибаюсь, янтарная кислота, которая помогает активизировать развитие корней. В пачке находится мерная ложка. Одной мерной ложки вполне достаточно на 10 литров воды. Тщательно размешиваем это все. Если у вас именно такого укоренителя нет, то можете использовать, в принципе, для хорошего укоренения высаживаемой рассады любой укоренитель. Радифарм, Фертирут, просто укоренители есть разные. Но очень желательно какое-то укореняющее средство все-таки применять. И мы еще добавим немножко Байкала. Байкал — это эффективные микроорганизмы. Мы стараемся всегда его применять для улучшения показателей почвы. Все-таки интенсивное использование почвы приводит к тому, что теряется ее плодородие. Байкал некоторым образом помогает. 100 мл на 10 литров воды. Однако давайте приступим непосредственно к высадке. Все растения расставлены, мы их почистили. Облегчает процесс приживления то, что растения с закрытой корневой системой. Как мы поступаем? Выкапываем ямочку, погружаем, не вынимая еще само растение с горшочка, погружаем в почву. И немножечко вот так обжимаем. Грунт у нас рыхлый. Вынимаем. У нас образовалась лунка, необходимая для помещения корневой системы. Теперь вынимаем, осматриваем. Корневая система достаточно мощная. Помещаем и прижимаем. Делаем поливную ямку, необходимую для первого полива, для последующих поливов. И поливаем приготовленным раствором. Необходимо сделать так, чтобы пролилось хорошо вокруг корневого вот этого кома, чтобы влажно было за пределами корневого кома, чтобы корни начали расползаться как бы по земле и якориться, столбиться и закрепляться в почве. Все, провели полив. Давайте следующую. И что важно сделать будет, ну, вечером сегодня или завтра утром. А важно будет вернуться к вот этим высаженным растениям, осмотреть их. И не присела ли почва, так как почва сейчас рыхлая, а от полива она может присесть, и оголиться могут корневые окончания, корни высаженных растений. Если так произошло, подсыпаем либо грунтом, либо еще лучше перегноем. Аккуратненько присыпаем, не заглубляя точку роста, конечно же. Высаживаем приготовленную ямочку. Вот так вот. Вот так выглядит высаженная грядка ремонтантной клубники. 3 рядочка. Все пролили. Я уверен, что она очень хорошо укоренится до наступления морозов. И в следующем году
покажет нам высокий уровень плодоношения. Но это еще не совсем все, потому что через 10 дней после того, как клубника, высаженная сегодня, хорошо укоренится, мы ее обработаем от вредителей и болезней. Сегодня обрабатывать сразу после высадки нельзя, потому что любая обработка растений – это задержка в развитии, это стресс. Пусть укоренится сначала, и через 10 дней, когда эти процессы немножечко войдут в такой более размеренный режим, обработаем обязательно квадрисом от гнили различных и других заболеваний клубники, и амплиго от вредителей. Не забудьте это сделать, потому что рассада получена из неизвестного по сути источника. Не знаем, какие болезни на ней, какие вредители, которых мы не видим сейчас, но они могут здесь быть. Поэтому не забудьте, друзья, обработать. На этом видео закончу. Спасибо всем за внимание. Всего вам доброго.